Твои движения полностью устарели, все, что ты до этого отрабатывал, уже не работает, и эти элементы больше тебе не нужны. Почему твоя техника больше не имеет права на существование, и надо срочно это исправлять? Об этом я расскажу в этом видеоролике. Ты постоянно не успеваешь. Шар не контролируется, валится в сетку, не хватает силы, все как будто перевернулось с ног на голову. Раньше везде кричали, надо играть по касательной, чтобы свист накладки было слышно на всю округу. Сейчас же такой удар равняется тому, как ты бросишь сопернику свечу прямо перед носом, который он сразу же уничтожит. Как любят говорить тренеры, забудь всему, чему тебя учили до этого. Сегодня я тебе открою новую вселенную. Я покажу, чем новая техника отличается от старой и почему тебе срочно надо на это обратить внимание. Это уже первая причина, за что стоит поставить лайк этому видео прямо сейчас. С вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Поехали! Перед тем, как мы начнем, я для тебя подготовил бонус. Бесплатный PDF-файл с крутыми тактическими комбинациями, которые тебе помогут выиграть на приеме подач разными способами. Забирай его в моем телеграм-канале, ссылка на него в описании. Раньше мы делали все движения до головы, доводили ручку до брови, отдавая пионерский салют нашему виду спорта. Разворачивали корпус боком к столу, чтобы добавить силы в удар. Сейчас, пока ты ведешь этот салют до головы, мяч 10 раз пролетит мимо тебя, и ты будешь удивляться, почему все время не успеваешь за мячом. Старая техника сейчас это как наши зубы мудрости. Поначалу не мешают, но чем старше ты становишься, тем больше от них проблем. Также и с техникой. На начальном этапе можно ставить движение до головы и иногда даже необходимо. Но когда уровень начинает расти, это движение критически важно укорачивать. Я все эти этапы проживаю со своими учениками на протяжении уже 13 лет своей работы. Поэтому уже знаю, когда надо вырывать эти технические зубы мудрости и чем это опасно для игры, если этого не сделать. Давай я тебе покажу 5 фундаментальных изменений в игре и что надо будет поменять в технике, чтобы быть на плаву. Первое. Сильные вращения и навесные топспины устарели. Когда мы играли до 2014 года, ты мог выиграть на счет так называемой цикой. Цикой мы называли навесной топспин. Это когда любой вылетающий мяч за стол ты играл максимально резким движением. И слышался тоненький свист накладки по мячу. Мяч вылетал как в замедленном кино с бешеным вращением. Подставить этот мяч было чем-то нереальным, потому что когда он падал на стол, он быстро и непредсказуемо отскакивал. А касаясь с ракеткой, просто стремился сразу же в потолок. Сейчас это все ушло, и игроки, которые так играли, либо перестроили свою игру, либо просто закончили свою профессиональную карьеру. Почему так перестали играть? Потому что мяч стал меньше крутиться, он уже не так быстро отскакивает от стола. Теперь этот мяч удобен для контратаки сразу же со стола. Обычно по нему используют элемент под названием скрутка. Второе. Игра через давление с добавлением основания. Раньше, когда мы делали топ-спины справа и слева, то играли чисто накладкой. Накрывали мячик и тонко его ускоряли. Мяч от вращения быстро набирал скорость и имел изогнутые траектории. Можно было придать крутые боковые траектории. Но теперь так не разгуляешься. Когда ты играешь чисто по касательной, мячик либо летит очень медленно, что соперник сразу нам его перебивает, либо он просто валится с ракетки, так как не хватает энергии, чтобы он отскочил вперед. Поэтому углы на ракетках стали больше открывать, чтобы включить работу основания и добавить скорость и силу в свои удары. Также, чтобы было еще плотнее, в удар стали добавлять больше корпуса и максимально вдавливать мяч в накладку. Можно сказать, обычные топ-спины, которые были раньше, стали топ-ударами. Третье. Игра двумя сторонами ракетки. Раньше мы могли играть только правой стороной ракетки и выигрывать олимпиады, чем, собственно, занимались китайские перовики на протяжении нескольких десятилетий. Ты мог зайти в любую точку стола, закрыть глаза и бахнуть справа так, что соперник не мог подставить, как бы он ни старался. Сейчас из-за того, что мяч изменился, стал тяжелее, меньше крутиться, лететь медленнее, то теперь, когда ты так сделаешь, ты пойдешь за мячом, потому что игроки сейчас спокойно могут подставить этот мяч. Из-за этого игроки, которые могли играть только справа, теперь не конкурентно способны для достижения высоких результатов. Даже все перовики научились играть левой стороной ракетки. Поэтому каждому игроку стало критически важно уметь делать топ-спин слева.
Если у тебя сейчас не получается делать стабильные удары справа или слева, ты не до конца понимаешь, как и в какой последовательности что отрабатывать, и ты понимаешь, что это займет много твоего времени, то я тебя обрадую. Затратив минимум своего времени, у тебя есть возможность поставить технику дома, не тратя на это десятки часов, а занимая всего по 20 минут в день, когда тебе удобно. Ты можешь улучшить свою технику, развить чувство мяча, поставить технику перемещений, научиться думать в игре. И уже в ближайшее время сделать плюс 100 единиц рейтинга к своему уровню, просто внедрив эти простые фишки, которые подробно разобраны в каждом уроке. Все это собрано в пошаговом курсе домашних тренировок, который ты можешь изучить по ссылке в описании. Четвертое. Хорошая выносливость и физическая подготовленность. Раньше розыгрыш мог закончиться в пару ударов, и это было больше правилом, чем исключением. Ты мог выиграть за счет хорошего одиночного удара или за счет чувства мяча, сделав мощнейший прокрут. Сейчас такая роскошь недоступна. Во-первых, чтобы мяч летел достаточно сильно, тебе надо вкладываться всем телом в каждый удар. А если ты слабый, то тебя хватит только на начало партии. Во-вторых, моментов, когда ты выигрываешь в один удар, с ростом твоего уровня будет все меньше. И тебе на протяжении всего турнира надо быть заряженным на долгие розыгрыши. Если ты смотрел недавний чемпионат мира, то видел, с какой силой и скоростью бьют игроки и насколько бывают длинные розыгрыши. Пятое. Игра со стола, игра вторым номером. Раньше как начинался розыгрыш? Один игрок подает подачу, второй отрезает и подающий начинает атаковать, а второй игрок защищается. Обычно подающий атаковал влево и принимающий играл слева или справа подставкой. На втором или третьем мяче уходил в среднюю зону и мог начать перекручивать мяч. Как правило, кто начинал первым, тот и выигрывал. Сейчас все кардинально изменилось. Если ты начинаешь первым атаку, не факт, что ты победишь. Из-за того, что мячи стали лететь медленнее, а техника стала короче, стало выгодно играть вторым номером. Принимающий по подаче соперника режет сильно в любую часть стола, и тому приходится играть через вращение, что сразу замедляет полет мяча. Игрок напротив сразу выставляет ракетку и скручивает этот мяч со стола, отчего подающему с медленным первым ходом становится невыгодно атаковать первым. Поэтому в арсенале каждого современного игрока теперь есть элемент под названием скрутка. Это топ-спин справа или слева в восходящей точке мяча или чуть выше, который выполняется за счет поворота корпуса и короткого ускорения на мяче под небольшим углом движением вперед. Он делается по встречному вращению, и фишка в том, что мы используем вращение соперника против него. По плоским и медленным мячам этот удар не делают. Чтобы поставить хорошую технику и тело тебя слушалось, чтобы ноги не прилипали к полу и все время выходили на мяч, переходи по ссылке в описании. Подведем итоги. Настольный теннис быстро развивается, и игра меняется на глазах. Движения становятся короче, двигаться надо быстрее, больше требований физической подготовленности, дистанция, на которой ты играешь у стола, становится ближе, требования к игровому арсеналу становятся больше. Поэтому используй эту информацию, чтобы совершить революцию в своей игре. Еще раз напомню, что ты можешь забрать бесплатный PDF-файл по тактической подготовке в моем телеграм-канале. Подписывайтесь на мои социальные сети, чтобы стабильно прокачивать свою игру. На телеграм-канал я там публикую полезные статьи о технике, тактике и психологии настольного тенниса. Провожу прямые эфиры и делаю разборы игр своих учеников. На группу ВКонтакте, там я дублирую все видео, и на мой YouTube канал. С вами был Иван Толмачев, и до встречи на следующих уроках.